Привет, друзья! Вы на канале Каяба ТСА. Сегодня в этот классный зимний день я хочу снять обзор лучшего глока, по моему мнению, из всех глоков, потому что я как человек, который не принадлежит к армии поклонников данной марки, очень скептически отношусь ко всему, что производит эта компания. Но вот есть пистолет, который действительно является моим любимым. И как вы, наверное, уже догадались, это Glock 34. И тем более 5-го поколения. Чем же этот пистолет нравится больше, чем, к примеру, стандартный 17 из армии поклонников там Глока 45, Глока 19, к коим я не отношусь вообще ни в коей мере. Чем он нравится лично мне? Во-первых, это самый стабильный пистолет из линейки данного производителя в стрельбе. Но за счет большей массы затвора в передней части, в момент выстрела мы получаем чуть меньший подброс, и чуть быстрее восстанавливается картинка прицела, потому что как человек стреляющий, я вижу мишень через прицельный. И мне, к примеру, очень важна скорость восстановления, когда вот откат затвора происходит, и затвор накатывается кпереди. За счет увеличения массы в передней части, этот момент опрокидывания здесь выражен меньше. Более того, затвор, опять же, используя стандартную возвратную пружину, набор возвратных пружин, и имея большую массу, чуть более мягко откатывается сзади. Потому вот за счет массы затвора в конечном итоге мы получаем лучший результат в стрельбе. В руках у меня Glock 5-го поколения, как вы успели уже увидеть. И чем он отличается от 4-го поколения, чем он более интересен. Первое, такое важнейшее изменение, это тип нарезов, который у Glock в принципе и без того были ресурсные стволы. Но этот тип нарезов обеспечил Glock при сохранении живучести ствола еще лучшую точность, применительно к страйкеру, разумеется. То есть ствол — это главное изменение по отношению к 4-му поколению. Следующее главное для меня изменение — это спуск как раз, который у 5-го поколения из коробки стал более, что ли, прогнозируемым, потому что там изменился принцип работы. Раньше спуск работал, пружина работала на разжатие, а сейчас работает на сжатие. Потому более прогнозированный спуск, без провалов в конце. Да, здесь нет выраженной ступени, то есть протревел здесь внятный, но вот сам момент срыва с боевого взвода и производства выстрела на спусковом крючке читается плохо. Но гораздо лучше, чем у 4-ки, 3-ки и тем более там самых старых моделей. Потому лично для меня это такой большой-большой плюс. Изменилась немножко эргономика, потому что убрали здесь ненужные перемычки. В остальном это тот же классический Glock, который, еще за исключением нескольких деталей, ничем не отличается от предыдущих моделей. И, конечно же, насечки в передней части затвора, которые помогают досылать патрон в патронник. Я считаю их недостаточно развитыми. Они достаточно удачные, но хотелось бы их хотя бы с одной стороны, было бы неплохо продолжить их дальше. Вот. Они помогают гладкий затвор спокойно заряжать и досылать патрон в патронник, независимо от того, в перчатках, не без перчаток и так далее. Это у этого Глока уже присутствует. Да, амбидекстерная затворная задержка для правши левши. Здесь у нас заменена кнопка сброса магазина, потому что у стандартного Глока она несколько меньше. Здесь же мы увеличили ее. И теперь можно вот при моих не самых длинных пальцах без проблем нажимать на кнопку без перехватывания и разбивки хвата. У 5-го поколения присутствует небольшой магвел выраженный уже прямо из коробки. И, к примеру, сам процесс смены магазина у этого пистолета происходит гораздо проще, потому что вам не надо позиционировать как-то очень строго магазин, вы просто закидываете в ту сторону и все. Очень приятный бонус. Особенно для стрелков в продакшене, прям то, что надо. Так как у меня Glock 5-го поколения, да еще и с системой MOS, MOS это Modular Optic System, если не ошибаюсь, она позволяет крепить через переходные пластины или прямо на затвор разные коллиматорные прицелы, которые у нас я к чему сейчас покажу. X5 Legion имеет здесь у нас прицел Leupold Delta Point, открыть для того, чтобы батарейка не просаживалась. Вот такой же принцип установки прицела может быть использован у затворов с системой MOS. Да, забыл совершенно сказать, здесь на пистолете установлен специальный фонарь, который имеет и камеру, и лазерный целеуказатель, и фонарик сам от фирмы Veridian. Модель вы видите здесь на видео. Это X5L Cam с несколькими режимами работы и аккумулятором. Я сниму для видео специально этот фонарь, просто хочу вам продемонстрировать, какие еще бывают классные ништяки у нас на полигоне.
Так, суть нашего теста. Мы постреляем на точность, сделав буквально там пяток выстрелов по мишени, специально приготовленной мишени, в которой обычно стреляют из лучшего пистолета в мире. Постреляем на скорость, перенося огонь на разные дистанции по разным мишеням. И к тому же постреляем в замедленной съемке. И уже после этого, я надеюсь, вы поймете, чем же 34-й Glock так мне нравится и гораздо больше нравится, чем, к примеру, великий и почитаемый 17-й. Дистанция 25 метров. Нам пришлось переклеить мишень, потому что она просто растаяла. Намокла под снегом. Сейчас картонный повесили. Дистанция 25 метров. Попробуем пострелять из этого пистолета на точность. Так, вообще хер знает, куда попал. Чуть-чуть выше стрельнул, чем надо. Это пережал. Пошли. Опять два пережатия. Вот они. Это было первые спуски. А вот уже приноровился. Ну, если вы понимаете, да, что если к этому пистолету прибиться и пристреляться, то можно стрелять очень-очень точно. Значит, следующий тест. Я нажму на небольшой мишенной обстановке буквально там 10 выстрелов. И уже вам дальше опишу впечатление от этого пистолета. Ну, как для Глока, отдача у него короче, меньше. Так, пока сразу пару патронов есть. Берем 17-й. Там осталось 3 патрона. Ну, 3 патрона, так 3. Не отлипает спуск. Ладно, тогда не будем мучить. Сразу разница чувствуется. Вот с 17-м, несмотря даже на возвратную пружину, которая призвана уменьшить отдачу, разница между штатным 34-м и этим моментально чувствительно. Вот, ну, как бы очень хорошо чувствуется разница. Подброс ствола меньше по сравнению с 17-м, но и отдача меньше. Следовательно, мы можем быстрее восстанавливать картинку прицела. И в чем его прикол? Понимаете, при всем прочем, это достаточно легкий пистолет. И вот переносы между мишенями гораздо проще происходят, чем, к примеру, у тяжелых пистолетов. Например, Sig-Sauer с вольфрамовым модулем — это пистолет другой концепции. Он гораздо более стабилен в стрельбе, но вот переносы, особенно широкие переносы, здесь как бы в сравнении с Глоком происходят несколько более тяжело. И есть риск провести мимо мишени и восстановить картинку прицела не тормозя пистолет, а как бы тормозя пистолет и возвращая его на мишень. У Глока, у пистолетов подобной конструкции легкой, в том числе у МП-5, МП-2, такого не происходит. Вот поймите правильно, чем хорош этот пистолет, зачем нужен Глок? Глок — это такая штука, которая... Это не самый лучший в мире пистолет. Ну, далеко не самый лучший в мире пистолет. Это не самый надежный в мире пистолет. Я сейчас говорю крамольные вещи, да, наверняка многие из вас думают, что вот Глок — это прям эталон надежности, который может работать долго-долго-долго. FN 509 на тестовом забеге проработал под 1 000 000 выстрелов при сохранении работоспособности основных узлов. Глок на сегодняшний день один из надежных пистолетов. Так что же есть хорошего у Глока? Во-первых, у Глока очень хорошо работает маркетинг. Маркетинг как черный, так и белый. Ну, это известная тема откатного оружия. Во многих странах как бы ничего страшного в этом нет. Ну, как все как могут, так и выживают. Я лично ничего против не имею. Так вот, как черный, так и белый маркетинг у Глока развит лучше всего остального. На любых стрелковых курсах, тренинговых курсах, в любом спортивном клубе, да в любой стране мира вы найдете Глок команду, вы найдете поддержку Глок команды, вы найдете более-менее какой-то сервис, если есть закон об оружии, к примеру, вы найдете огромное количество запчастей для автомаркета, то есть возможности тюнинговать. Это самый тюнингуемый пистолет. Возможности тюнинговать этот пистолет безграничны. Уже есть компании, которые выпускают, например, систему Glock, но от глоковских деталей там только просто общий фон. Ну, к примеру, тот же ZEW, это Shadow Systems, например. Ну и я думаю, что наши внимательные зрители обязательно допишут еще в комментариях больше компаний. Но
вот прикол его в том, что покупая, например, 45-й ГЛОК в Штатах, полицейский в департаменте получает 45-й ГЛОК, служит с ним, имея ту же ручку, приходит домой, берет свой 34-й с такой же ручкой, с такой же эргономикой, с таким же спуском, едет на стрельбище и тренируется. Вот они вот эту линейку выдерживают очень-очень точно. И ГЛОК остается ГЛОКом лишь потому, что, во-первых, унификация, маркетинг, автомаркет, уже надежность. Ну и как бы и потому он любим во многих странах. Такой условно-спортивно-тактически дежурный пистолет на все случаи жизни 34-ка вполне себе имеет место быть. Да, хочу сразу же заметить, что когда я просматривал американские ролики по поводу 34-ки, кстати, самый почитаемый пистолет того же Вогеля, да, и есть очень классный канал Honest Out Loud, где очень хорошо рассказывается 34-ки, он говорит следующее: у 34-ки нельзя лезть в детали затвора. Вот ни фаерпин, ни пружины, вот вообще ничего нельзя трогать. Даже возвратку не надо трогать. А вот в рамке можно тюнинговать все бесконечно долго. И для многих пользователей данное изделие покупается, как на нашем рынке, например, покупается AR-15. Просто для того, чтобы оно было, его тюнинговали, фотографировали с ним, получали удовольствие. Я надеюсь, что вам было понятно, чем этот 34-й нравится лично мне. Напомню, это более длинный затвор, более мягкая отдача, вследствие этого более мягкая отдача, меньший подброс, достаточно легкая конструкция в целом, которая позволяет им манипулировать очень просто. Это простые и понятные как бы органы управления, которых тут практически нет. И в целом это такая приемлемая надежность, даже сказал бы выше приемлемая надежность, которая позволяет, вот купил и долбить с нее практически на все деньги, пока у вас они не кончатся. А я думаю, что эта штука может даже переживать и те деньги, которые у вас за нычкой. Пока.